История итальянского судна «Рафаэлло». Судно «Рафаэлло» был итальянским океанским лайнером, построенным в начале 1960-х для компании Italian Line компании Cantieri Riuniti dell'Adriatico в городе Триест. Это был один из последних кораблей, построенных в первую очередь для лайнерных перевозок через Северную Атлантику. В 1958 году итальянская линия начала планировать новые корабли, чтобы заменить стареющие судна «Сатурния» и «Вулкания». Конкуренция со стороны реактивных авиалайнеров еще не имела большого влияния в районе Средиземного моря, и итальянские моряки и рабочие верфи нуждались в рабочих местах. Поэтому строительство новых суперлайнеров казалось привлекательной идеей для руководителей компании Italian Line. Следовательно, новые корабли выросли с первоначально запланированных 35 тысяч тонн до почти 46 тысяч тонн. Это были самые большие корабли, построенные в Италии со времен Конт ди Савои в 1930-х годах. Итальянская линия планировала корабли как настоящие океанские лайнеры, разделенные на 3 класса. Как ни странно, даже для лайнера, все каюты ниже палубы были без окон, но с технической точки зрения корабли были одними из самых передовых для своего времени. Они отличались убирающимися крыльями-стабилизаторами, модернизированными инженерными панелями и многими другими преимуществами. В частности, воронки были специально сконструированы таким образом, чтобы не допускать попадания дыма и копоти на задние палубы. Конструкция воронки оказалась очень эффективной, и доказательством ее конструкции является то, что большинство воронок на современных пассажирских судах построено по аналогичным принципам. Интерьер нового корабля был выполнен в стиле ар-деко, который так часто ассоциируется с лайнерами. В судно «Рафаэлло» интерьер был спроектирован архитекторами, такими как Мишель и Джанкарло Басвайри-Виччо, которые не работали на интерьерах лайнера раньше. В результате «Рафаэлло» получил очень футуристический, более самобытный, но более стерильный интерьер, чем Микеланджело. Несмотря на то, что судно «Рафаэлло» планировался как идентичный корабль, он был длиной 276 метров, шириной 30 метров. На то, чтобы закончить судно «Рафаэлло», потребовалось 5 лет, долгое время даже по меркам того времени. Корабль еще больше задержали, когда во время первых ходовых испытаний были обнаружены кормовые колебания. Гребные винты и система трансмиссии корабля были модифицированы для устранения вибраций. Модификации были успешными, и в июле 1965 года корабль был наконец готов к эксплуатации. Старший капитан Оскар Рибари командовал кораблем в его первом рейсе. Среди пассажиров были члены королевской семьи Синовчичи, его высочество великий принц Далмации Анти Эдо Синовчич и его жена с 2 детьми, а также председатель Сената Италии Чезаре Мерцагоро и его жена, крестная мать корабля. В 1966 году «Рафаэлло» перевез 2 автомобиля Spider 1600, направлявшихся на выставку в США. Машины даже ездили по первоклассным пляжным палубам корабля, впервые для океанского лайнера. В 1969 году «Рафаэлло» выступил в итальянском фильме «Аморе мио Аятами», снятом отчасти для рекламы 2 кораблей. В 1970 году «Рафаэлло» стал первым теплоходом, театральную сцену которого переоборудовали в каток, а для пассажиров устраивали конькобежные шоу. В 1970 году корабль потерпел самую серьезную аварию в своей карьере, когда под командованием старшего капитана Луиджи Анетто в мае 1970 года он столкнулся с норвежским нефтяным танкером у южного побережья Испании. Итальянский лайнер класса люкс «Рафаэлло» и норвежский нефтеналивной танкер «Каехога» столкнулись в заливе Алж-Сирос напротив Гибралтара. Представитель на то время сообщил, что никто из 700 пассажиров «Рафаэлло» не пострадал. Судно было на пути из Генуи, Италии, в Нью-Йорк, когда оно и танкер водоизмещением 19 700 тонн столкнулись в 3 часа 30 минут утра.
После аварии судно Рафаэлло сделал запланированную остановку в Альхесиросе, Испания, а затем проследовал в Гибралтар. На борту судна Кайхоуга, которое также было отправлено в Гибралтар для незначительного ремонта. Хотя судно Рафаэлло был большим судном, а его интерьеры более характерными, он всегда был менее важным кораблем в глазах руководителей Italian Line. В результате, когда трансатлантические перевозки начали сокращаться из-за конкуренции со стороны воздушного сообщения, судно Рафаэлло было отправлен в круиз, чтобы заработать больше денег, в то время как Микеланджело использовался исключительно для пересечений. Судно Рафаэлло не очень хорошо подходил для круизов. Хотя у него было много открытого пространства на палубе, корабль был слишком большим, его каюты слишком малы, и большинство из них были слишком спартанскими для требовательных круизных пассажиров. Итальянская линия решила отозвать судно Рафаэлло в апреле 1975 года, после того, как итальянское правительство объявило, что не будет и далее субсидировать судно. В 1975 году оно платило 100 миллионов лир в день, или около 151 500 долларов по текущему обменному курсу, чтобы сохранить это плавание. Первоначально стоявшие на приколе в Генуе, а затем в Специи возле свалки, Рафаэлло и Микеланджело были проверены несколькими потенциальными покупателями, такими как Norwegian Cruise Line, Costa Amatori, Chandris Group и Home Lines. Последний даже сделал серьезное предложение о покупке кораблей, несмотря на большие затраты на восстановление, но Italian Line отклонила это предложение. В 1976 году шах Ирана выступил в качестве покупателя, которого могла принять итальянская линия. Бывшие флагманы Италии, которые в 1965 году стоили в общей сложности 90 миллионов долларов, 10 лет спустя были проданы за 4 миллиона долларов. В конце того же года Рафаэлло совершил свой последний путь из Специи в Бушер, где в течение следующих 7 лет служил плавучими бараками. В 1978 году появились планы возродить судно Микеланджело и Рафаэлло в качестве круизных лайнеров. Судно Рафаэлло стал бы Квайра иль Грант, названным в честь древнего правителя ахеменидов Кира Великого, роскошным крейсером, вмещающим 1300 пассажиров. Но итальянские специалисты, посланные для оценки состояния кораблей, поняли, что корабли слишком ветхие, чтобы сделать реконструкцию рентабельной. В результате Рафаэлло остался на его причале. Корабль был сильно поврежден и разграблен во время Исламской революции в Иране в 1979 году. В 1983 году снова появились планы вернуть Рафаэлло и Микеланджело на службу в качестве круизных лайнеров. Но Рафаэлло был поражен ракетой во время Ирано-Иракской войны в 1983 году и частично затонул на мелководье недалеко от Бушера. Через некоторое время обломки корабля иранского грузового корабля протаранили. В последующие годы местные водолазы разграбили корпус. В 2006 году судно Рафаэлло, его корпус оставался частично погруженным, и появились сообщения о планах лома полностью. Один источник указывает, что его не видно с поверхности, но его положение отмечено предупреждающими буями.